Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем ролике мы разобрали один из способов коррекции ногтей, которые растут вниз. А сейчас поговорим, как исправить ногти, которые растут вверх. Такие ногти, как правило, имеют крутую арку, сильно скручиваются, поэтому более уместна форма миндаль, а квадрат будет выглядеть не таким четким. Признаться, у меня самой ногти растут вверх, поэтому я знаю, что это такое не понаслышке. К сожалению, рост вверх изменить тотально мы не можем, поэтому каждый раз ногти будут нуждаться в определенной коррекции. От вас было очень много запросов по этой теме. Если вы ждали это видео, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Давайте приступать. Посмотрим на ногти моей модели. Они очень сильно растут вверх. Но тут дело не только в натуральных ногтях, а также в том, что неверно сделали наращивание. Она до сих пор не смогла найти себе мастера, который сделал бы ее ногти ровными. Давайте вместе с вами выполним несколько видов коррекции, сделаем их красивыми и преобразим. Тут было наращивание при помощи типс и акригеля. Конечно, можно эти ноготки полностью убрать и заново нарастить, правильно подставив формы. Но несколько из них мы исправим более сложным образом. Постараемся опустить задранный кончик, достроим нужные параллели. И таким образом не будем убирать длину, тратить на это время. Сразу убираю при помощи технических кусачек. Из-за несоблюдения верной архитектуры ногти начали отходить у кутикулы. Снимаю старое покрытие и максимально его истончаю до тонкой подложки. Все отслойки в области кутикулы сразу убираю насадкой. Будьте внимательны, не работайте по натуральному ногтю. Я пилю чуть ниже под отслойкой. Подозреваю, что отслойки могли появиться при нетщательной обработке контактной зоны типса, либо полигель был с затеками под кутикулу или плохо прижат, поэтому мы именно видим сейчас такую картину. Как мы видим, средний очень сильно отслаивается до середины ногтевой пластины. Конечно, разумнее было бы его полностью убрать, подставить форму и нарастить заново, но мне хотелось бы показать именно такой способ коррекции на этих ногтях. На безымянном и среднем мы выполним сложную коррекцию, на указательном и мизинце обычную, а большой ноготь мы нарастим. А на второй руке, я думаю, что большинство ногтей я все-таки сниму и наращу. Так мне будет гораздо быстрее и проще. На среднем и безымянном убираю длину и спиливаю материал до тонкой подложки. Работаю очень-очень аккуратно, для того, чтобы не повредить ногтевую пластину. Мы можем видеть остатки клея, из-за этого снятие происходит не так быстро, как обычно. Такое ощущение, как будто бы клея было здесь очень-очень много. На большом пальце покрытие отходит от кутикулы, поэтому сейчас зажимаю своим большим пальцем сверху материал, убираю длину и произвожу снятие. Придерживайте покрытие, чтобы клиенту не было больно. Вот что у нас получилось после снятия, с чем мы будем сегодня работать. На тех ногтях, на которых будет наращивание, полностью убираю свободный край. Если его оставить, то форма автоматически станет вверх, чего мне категорически нельзя делать. Теперь выполним маникюр, как обычно, приподнимая кутикулу при помощи алмазной насадки «Пламя» с красной насечкой. Она у меня немного потемнела от сухожара. После приподнятия зашлифую ноготь в области кутикулы и придам форму. Обезжириваю ногтевую пластину, наношу бескислотный праймер на натуральный ноготь и тонким слоем, втирающими движениями базу отправляю на просушку. Рассмотрим несколько вариантов. Первое – это коррекция ногтей с созданием правильной архитектуры без тотального изменения.
Второе – это сложная коррекция для тех мастеров, которые имеют сложности с постановкой бумажных форм или отсутствием времени. И третье – это полностью убрать длину свободного края и нарастить ногти. На мизинце отсутствует стеночка, мы с вами ее достроим при помощи акригеля. Начнем с первого способа. На мизинце и указательном сделаем обычную коррекцию, но с соблюдением верной архитектуры. Сразу же выкладываю акригель на несколько ногтей. Распределяю акригель, плотно прижимая в зоне около кутикулы. Кладу кисточку на пузико, протягиваю. Таким образом получается плавный спуск. И не забываю вытягивать материал в отсутствующую боковую стенку. Не просушивая, сразу приступаю ко второму ноготку. Все то же самое. Распределяю акригель, толкаю к кутикуле и плотно его прижимаю. Вытягиваю на себя пузиком кисти. Соблюдая правила архитектуры, от кутикул должен быть плавный подъем к наивысшей точке и от наивысшей точки плавный спуск до свободного края. И отправляю в лампу на просушку. На безымянном и среднем у меня будет более сложная коррекция, поэтому сейчас беру твердосплавную насадку и пройдусь по внутренней стороне. Выпиливаю натуральный ноготь и типс. Переворачиваю ручку, обезжириваю безымянный и средний с внутренней стороны. Выкладываю шарик акригеля, распределяю его таким образом, что большее количество материала лежит на свободном крае. Получается как бы горочка. Конечно, сейчас визуально ноготь смотрится как пирожок, тем не менее мы уберем сверху материал, и тогда он станет ровным. Набираю небольшой шарик для того, чтобы заложить часть отсутствующего ногтя. В лампе просушиваю 30 секунд сверху, после этого переворачиваем руку и еще отправляем на досушку на 30 секунд. И то же самое делаю с безымянным. Самое главное, чтобы не было ступеньки перехода к натуральному ногтю. И формирую нижние параллели, которые сейчас отсутствуют. Снимаю липкий слой с внутренней поверхности. Пилкой придаю форму миндаль. Ровную параллель. И теперь аппаратом на максимальных оборотах, располагая насадку под небольшим наклоном, снимаю старый материал, типсы, которые были у моей модели. Тем самым понижается высота ноготка. Будьте внимательны, не попадайте насадкой на ногтевую пластину. У нас получились своего рода типсы, и теперь нам нужно выложить материал в зоне у кутикулы. Шарик, конечно, уже намного меньше, нежели чем до этого мы выстраивали архитектуру. Отправляю в лампу на просушку. Вот результат после просушки. Поверхность мы еще опилим пилкой, а большой палец мы донарастим. Подставляю форму по направлению вниз. Вижу расстояние между ногтем и формой, поэтому сейчас сделаю углубление, вырежу по бокам. Делаю насечки для того, чтобы боковые валики не выталкивали форму. Проверяю симметричность и обжимаю на форму миндаль.
Сейчас мы видим, что натуральный ноготь растет вверх, а форма стоит по направлению вниз. Выдавливаю шарик нужного мне размера, выкладываю на ногтевую пластину и моделирую ноготок. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу. Самое главное при опиле не снести нижние стенки. Если вы будете ставить пилку по диагонали, то ногти опять же будут визуально смотреться вверх растущими. Поверхность опиливаю мягкой пилкой 150 грит. И теперь сделаем с внутренней стороны, чтобы было все красиво. Беру твердосплавную насадку и движениями справа налево вычищаю внутреннюю поверхность. Забафим поверхность. На этом этапе срезаю кутикулу ножничками, твизерами. Выполним покрытие цветом. Мы решили сделать на одной руке черный цвет, на другом бежевый. Это желание модели, ей так нравится ходить с разноцветными ногтями. Рост вверх будет особенно заметен на большой длине. Предлагаем клиенту сделать ногти покороче, для того, чтобы это не так сильно бросалось в глаза. Вот что у нас получилось. Ногти не кажутся такими взлетными, как были до этого. Мы выполнили коррекцию, хотя можно было полностью убрать свободный край и нарастить ногти заново. Но суть ролика была не в этом. Кстати, у меня есть видео по работе с натуральными вверх растущими ногтями. Ссылку на него я оставлю в описании. Жду от вас комментарии с темами, которые вы хотели бы видеть на моем канале. Обязательно включайте уведомления о публикациях. Желаю всем успеха в работе. Пока-пока!